В геологии существует золотое правило. Нефть формируется исключительно в осадочных породах. Однако месторождение Белый Тигр во Вьетнаме нарушает это правило. Там углеводороды были найдены в кристаллическом граните, а не в песчаниках или известняках. Гранит — это вулканическая порода, которая не содержит органических остатков. Как же там оказалась нефть? По одной из версий, она просочилась сверху через трещины. Но если это миграция, то возникает вопрос, откуда началось движение и почему таких аномалий больше, чем одна? Похожие случаи зафиксированы в Индии, Бразилии, Китае и даже в России. Глубокие разломы, трещины в земной коре, вулканические купола все чаще попадают в поле зрения геологов как возможные проводники нефти. Эти наблюдения подрывают абсолютную уверенность в том, что нефть — это исключительно продукт разложения биологических остатков. Если ее можно обнаружить в породах, где отсутствуют признаки жизни, возможно, существует второй источник. Пока научное большинство придерживается биогенной гипотезы, однако количество исключений растет. И, как известно, исключения не подтверждают правил, а скорее ставят его под сомнение. Именно это стало причиной проведения крупнейшего эксперимента в Швеции — бурения в никуда. В середине 80-х годов в районе Сельянского кратера начался амбициозный проект. Ученые решили проверить, можно ли обнаружить нефть в месте, где гипотетически жизни не было. Кратер образовался миллионы лет назад в результате удара метеорита и вскрыл глубокие кристаллические породы. Это казалось идеальным местом для проверки абиогенной гипотезы. Скважина была пробурена почти на 4 мили, вложено было миллионы долларов. Ожидания были высоки. И действительно, следы углеводородов нашли, но их количество оказалось слишком малым. Ни одного промышленного месторождения обнаружено не было. Скептики заявили, что нефть просочилась из более высоких осадочных горизонтов. Сторонники абиогенной гипотезы утверждали, что сам факт ее наличия в граните уже является победой. Спор не утихает до сих пор. Эксперимент остался открытым вопросом. Он показал, нефть можно найти в неожиданных местах, но этого недостаточно для пересмотра учебников. Для науки важны повторяемость и масштабы. Тем не менее, само фактическое бурение в кристаллический фундамент стало переломным моментом, обозначившим новое восприятие глубин планеты. Чем глубже мы бурим, тем больше обнаруживаем странностей. Некоторые месторождения требуют бурения на глубину до 6 миль. Одним из таких примеров является скважина в Мексиканском заливе, где нефть залегает под 1,5-миллиметровой толщиной воды и несколькими милями пород. Возникает парадокс. При температуре более 400 градусов по Фаренгейту органика должна разлагаться, превращаясь в газ или разрушаясь вовсе. Однако скважины дают жидкую нефть, пригодную для переработки. Как это возможно? Биогенная теория объясняет это миграциями нефти, которая могла формироваться выше, а затем течь вглубь по трещинам. Однако промежуточных скоплений нигде не обнаружено. И как нефть могла сохраниться под таким давлением и температурой? Эти вопросы до сих пор остаются без ответа. Сторонники абиогенной гипотезы видят в таких глубинных месторождениях свой аргумент. Они предполагают, что углеводороды могли синтезироваться в мантии и по трещинам проникать в пористые зоны. Эти глубины плохо изучены. Каждый новый пласт представляет собой загадку. Там находят метан, нефть и даже неожиданные соединения. Все это заставляет по-новому взглянуть на недра Земли и сомневаться в простых объяснениях. Дмитрий Менделеев, создатель периодической таблицы химических элементов, еще в XIX веке предположил, нефть может формироваться не только из органики. Он считал, что вода, проникая глубоко в недра Земли, вступает в реакцию с карбидами металлов, соединениями железа и углерода. При высоком давлении и температуре такие соединения способны выделять углеводороды.
Эту гипотезу позже развили и подтвердили геохимики. В лабораториях действительно удалось синтезировать нефть из неорганических веществ. Однако доказать, что подобный процесс происходит в природе, оказалось очень трудно. В пользу этой гипотезы говорят данные из вулканологии. В газах, выходящих из жерел, регулярно обнаруживают метан и другие углеводороды. Но большинство ученых считает, что этих объемов недостаточно для создания крупных месторождений. Главный вопрос – где доказательства? Пока они ограничиваются лабораторными экспериментами и редкими геологическими аномалиями. Однако сторонники этой теории уверены, что нефть из глубин возможна, особенно учитывая, что на других планетах и спутниках обнаружен природный метан, что говорит о том, что углеводороды не являются исключительно продуктом биологической жизни. В каждом барреле нефти есть химические следы жизни. Биомаркеры — молекулы, которые могут образоваться только в живых организмах. Это фрагменты хлорофилла, липидов, стеринов и других сложных веществ, сохраняющихся миллионы лет. Эти соединения — неоспоримые доказательства того, что нефть связана с жизнью. Почти все крупные месторождения обнаружены в осадочных породах, слоях ыла, песка и останков живых существ. В этих слоях находят окаменелости морских организмов, микроскопические раковины, даже древние водоросли. Все это подтверждает биогенную модель. По этой модели органика, захороненная под слоем ила, превращается сначала в кероген, твердое вещество, состоящее из углеродов и водорода, а затем под действием температуры и давления превращается в нефть. Эти процессы можно воспроизводить в лабораториях. Именно наличие биомаркеров делает биогенную гипотезу наиболее признанной. Однако и она не может объяснить все. Некоторые месторождения содержат нефть без привычных маркеров, а изотопный анализ иногда показывает странные отклонения. Это не опровержение биогенного происхождения, но заставляет предположить, что в истории нефти есть главы, которые мы пока не прочитали. Процесс превращения останков живых существ в нефть называется катагенезом. Все начинается с планктона, микроводорослей и простейших организмов, которые миллионами оседают на дно мелководных морей. Их захоронение под слоем ыла прекращает доступ кислорода, что останавливает разложение и позволяет органике сохраняться. Накапливаясь, эти слои происходят тысячелетиями. Под давлением верхних отложений и при температуре от 200 до 400 градусов по Фаренгейту начинается преобразование органического вещества в кероген, микроскопическую смесь углеводородов. Со временем и при дальнейшем нагревании кероген распадается на более простые молекулы. Появляется нефть и газ. Этот процесс и есть катагенез. Если рядом есть пористые породы, песчаники или известняки, углеводороды мигрируют в них, скапливаются и образуют залежи. Но без герметичного верхнего слоя они могут уйти вверх и исчезнуть. Поэтому для создания нефти необходимо не только миллионы лет, но и редкое сочетание условий – органика, давление, тепло, пористость и изоляция. Нефть никогда не остается на месте. После образования она начинает миграцию под действием давления. Из одного объема керогена образуется гораздо больший объем нефти и газа. Давление растет, и углеводороды ищут путь к выходу. Первичная миграция — это выход нефти из плотной материнской породы в более проницаемые песчаники или карбонатные породы с трещинами и порами. Если эта порода проницаема и не перекрыта сверху, нефть поднимается дальше. Вторичная миграция происходит по коллектору, пористым слоям, насыщенным жидкостью. Чтобы нефть не утекла на поверхность, ее задерживают герметичные покровы, глинистые или соленые отложения. Если все совпадает, есть проницаемый коллектор, герметичный наклон и подходящая ловушка, нефть накапливается, образуя месторождение. В большинстве случаев нефть продолжает подниматься вверх, пока не достигает поверхности или не разрушится.
Именно миграция формирует промышленные запасы. Без нее нефть оставалась бы глубоко под землей, недоступной и бесполезной. Ответ в геологических особенностях. Самые богатые месторождения располагаются в районах бывших мелководных морей, где за миллионы лет накопились толстые слои органического ила. Например, регионы Ближнего Востока, Сибири, Северной Африки или Венесуэлы были древними осадочными бассейнами, где интенсивно умирали планктоны, быстро захоронялись и преобразовывались в нефть. При этом важными условиями являются пористость пород, наличие ловушек и изолирующих слоев. Где-то эти условия сформировались, а где-то нет. В Скандинавии, например, континентальный щит состоит из древних кристаллических пород. Там не было условий для накопления органики и образования керогена. Точно так же в горах, где осадочные породы отсутствуют или разрушены, нефть не формируется. Геологи делят планету на нефтегазоносные и нефтегазоносные провинции, участки, где сочетаются все необходимые факторы. Научные карты показывают, что нефть концентрируется вдоль границ древних морей, в зонах тектонических прогибов. В других местах ее просто нет, и добыча там – пустая трата времени и ресурсов. Многие задаются вопросом, почему нефть не пополняется? Если под землей все еще происходит образование углеводородов, может ли месторождение восстановиться? Ответ – нет, по крайней мере в обозримом будущем. Процесс формирования нефти занимает десятки миллионов лет. То, что мы добываем сегодня – результат давней геологической истории. Ни одно месторождение не регенерирует за десятилетия или столетия. Есть заблуждение, что в некоторых скважинах нефть появляется заново. На самом деле это внутренняя миграция флюидов внутри коллектора. Они перераспределяются, но не образуют новых месторождений. Современные технологии позволяют использовать давление воды, газа, пара и химические реагенты для извлечения нефти. Однако это лишь усилия по увеличению добычи. Геологоразведка показывает, что крупные запасы истощаются. Новые месторождения все труднее обнаруживать. Их глубина и сложность растут, а объекты легкой нефти становятся все менее доступными. Поэтому нефть – невосполнимый ресурс, и надежды на ее самопополнение – иллюзия. Кто виноват? Теория или мы? Несмотря на десятки лет исследований, ни одна теория полностью не объясняет происхождение нефти. Биогенная модель хорошо описывает большинство месторождений – органику, кероген, катагенез, миграцию, ловушки. Все работает. Но при этом остаются глубокие аномалии, такие как нефть в гранитах или в зонах глубже 6 миль, а также необычные соотношения изотопов. Эти факты не опровергают теорию, но показывают ее границы. Альтернатива – гипотеза о химическом синтезе в мантии, перемещениях по трещинам, углеводородах исконного происхождения. Она объясняет отдельные случаи, но сталкивается с масштабными вопросами. Могут ли такие процессы породить гигантские скопления нефти? Пока доказательств этого нет. Возможно, обе теории – частные случаи одной сложной картины. Часть нефти – продукт жизни, часть – глубоких геохимических реакций. Однако наука требует более убедительных доказательств. И несмотря на миллионы данных, вопрос происхождения нефти остается открытым. Один из ключей к разгадке – изотопный анализ. Углерод, как и другие элементы, имеет несколько изотопов, разновидностей с разной массой. Живые организмы предпочитают легкий углерод 12, реже используют тяжелый 13. В результате вещества, сформированные организмами, обладают характерной изотопной подписью, повышенным содержанием углерода 12. Большинство образцов нефти по всему миру демонстрируют такую подпись, что подтверждает ее биогенное происхождение. Однако иногда встречаются образцы с соотношением изотопов, отличающимся от общей картины. Это вызывает гипотезы о возможном неорганическом формировании углеводородов или условиях,
отличных от биологических. В лабораторных условиях абиогенное формирование действительно приводит к отличающемуся изотопному балансу. Также в вулканических выбросах находят углеводороды с признаками неорганического происхождения. Все это говорит о двойственной природе нефти и о том, что химия углеводородов универсальна и может возникать в различных условиях. Когда мы изучаем происхождение нефти на Земле, на помощь приходит астрономия. На спутнике Сатурна, Титане, обнаружены целые моря метана и этана. Эти углеводороды там не могли появиться из организмов, ведь на Титане нет жизни. В атмосферах Урана и Нептуна также присутствуют углеводороды, а на кометах находят следы простейших органических соединений. Все эти открытия свидетельствуют, что химия углеводородов универсальна и может происходить вне участия живых организмов. Некоторые ученые предполагают, что в мантии Земли под огромным давлением и температурой происходят реакции воды с карбидами металлов, приводящие к образованию метана. Этот метан поднимается через трещины в коре, трансформируется и образует более сложные соединения. Газы, выходящие из глубинных вулканов, особенно в зонах субдукции, иногда содержат углеводороды там, где нет признаков осадочных пород. Это не опровержение биогенной теории, а расширение понимания природы углеводородов. Возможно, часть нефти на Земле — результат глубинных геохимических процессов, схожих с внеземными реакциями. Споры о происхождении нефти продолжаются уже более 100 лет. Основная гипотеза, биогенная, остается доминирующей. Она подтверждается данными бурения, химическими анализами, наличием биомаркеров, окаменелостей и структурой осадочных пород. Большинство известных месторождений хорошо вписываются в эту модель. Однако с каждым десятилетием накапливаются аномалии. Нефть в гранитах, на глубине свыше 6 миль, в местах без признаков органики. Эти факты вызывают интерес к гипотезе о неорганическом происхождении нефти. Она не отрицает биогенную теорию как основную, но указывает, что часть углеводородов могла образоваться в недрах Земли по другим, неорганическим механизмам. Возможно, обе теории работают одновременно. Часть нефти — результат биологической жизни, часть — результат древних геохимических реакций. Наука пока не располагает однозначными доказательствами, и тайна происхождения нефти остается одной из величайших в нашей планете, которую ученые еще только пытаются расшифровать. Глубокая химия и астрономия объединяются в попытке понять происхождение этого важнейшего ресурса, и, может быть, однажды мы узнаем полностью, откуда берется нефть. Пока же она остается зеркалом истории Земли и, возможно, одной из последних великих тайн, которую наука еще учится прочитывать.